2019 год у Apple не задался, скажем прямо. Компания выпала из тройки самых богатейших корпораций в мире, и все дело в падении акций. Капитализация с 89 до 84 миллиардов долларов снизилась. Если просто говорить, то айфоны новые не пошли. Хотя не могу сказать, что мне не нравится iPhone XS Max, наоборот. Это практически идеальный смартфон для меня. Огромный экран, 2 сим-карты, камера неплохая, где-то на уровне Xiaomi Redmi 5. Держит сутки, в общем, зверь. На самом деле претензия только к камере, потому что она действительно не очень. В остальном крайне доволен и впервые за 5 лет пересел с Nexus-Pixel на iPhone в качестве основного смартфона. И ничего плохого сказать не могу. Сам Тим Кук, глава Apple, связал падение дохода с падениями продаж на территории Китая. Не берут там Apple-овскую продукцию так, как хотелось бы самой Apple. Плюс торговая война властей США с компаниями из Поднебесной тоже, естественно, влияют. Но злопыхателям рано хоронить компанию, потому что у Apple наверняка припрятаны козыри в рукаве, потому что хотя бы начало этого года количество инфоповодов и слухов увеличилось нереально. На CES 2019 Apple уже потроллили посетителей, выставив огромный баннер «Все, что происходит в iPhone, остается в вашем iPhone». То же самое фраза «Все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе». Apple этим самым намекает, что iPhone — это безопасное устройство. Ну, скажем так, похайпили, все об этом написали, молодцы. И потом в рамках этой же выставки Samsung, Vizio и Sony объявили о том, что в их телевизорах появится AirPlay 2 и еще iTunes Store. Ну, чем не инфоповод? Далее Тим Кук в интервью телеканалу CNBC рассказал, что Apple готовит новые сервисы, правда не сказал какие. Но давненько ходят слухи, что Apple готовит собственный потоковый сервис, который будет аккумулировать весь созданный для Apple TV контент, будет делать новый. В итоге подконтрольные Apple производства будут делать нам сериальчики, фильмы и так далее. А это неплохо, учитывая скрупулезность компании, и к продуктам, и к сервисам, то контент должен получаться хороший. После этого The Wall Street Journal сообщили о том, что Apple будет делать смартфон аж с 3 камерами, которые расположились не в линию, то есть третья камера может находиться здесь. Рендер однозначно выглядит очень стрёмно. Я не думаю, что Apple сделает что-то подобное. Скорее всего, 3 камеры будут, плюс обновят XR, в нем появится вторая камера, ну и, естественно, Lightning заменят на Type-C. Все это однозначно слухи, но я думаю, что Apple сделает все как надо и не будет так же ужасно выглядеть, как сейчас на рендерах. Затем появился ряд утечек о новом iPad mini 5, правда, не безрамочном, с кнопкой Home, но, тем не менее, люди ждут более мощный iPad mini, хотя я не понимаю, зачем. Кроме того, 18 января в Китае начинает продаваться HomePod с поддержкой нескольких диалектов. Это спустя год после старта в США. Но это еще не все. Подходим к главному, для чего мы все собрались. Apple готовит 7-е поколение iPod Touch, так сообщают источники, спустя 4 года после 6-й версии. И нас ждет, видимо, легендарное возвращение. Хотя возвращением это сложно назвать, потому что iPod 6 до сих пор продается официально на сайте Apple, а значит, его кто-то покупает. Хотя я не верю. Но есть он в 6 расцветках, включая Product Red. Давайте вспомним, что из себя представляет iPod Touch 6-го поколения. Внешне это iPhone 5 практически, с 4-дюймовым Retina-дисплеем, физической кнопкой Home, отвратительными камерами, работает на iOS 12, есть Lightning. Ну и в целом такое странное устройство, которое вряд ли кто-то покупает. Но если вы давно не брали его в руки, возьмите, вы обалдеете, какой он тонкий и легкий. А устройству 4 года. Плюс цена у него необычная на официальном сайте Apple в России. 16 973 и 24 905 рублей за версии на 32 либо 128 гигабайт. Блин, почему цифры такие? В любом случае, подробностей о том, каким будет iPod Touch 7-го поколения, вообще нет. Но мы можем предположить и ответить на вопрос, для кого это вообще нужно. Потому что люди придут и скажут, на кой хрен в 2019 году нужен iPod и вообще плеер. На самом деле никому он не нужен, но ответ на этот вопрос у меня все равно есть. В отличие от ответа на вопрос, для чего нужен iPad mini 5, потому что диагональ дисплея там на 1,5 дюйма больше, чем на iPhone XS Max, и зачем его брать, я не понимаю. После 12,9-дюймового iPad Pro, 11-дюймовый iPad Pro мне как раз-таки кажется тем самым iPad mini. Ладно, отвлеклись, давайте вернемся к iPod. Вот представьте, у вас перед глазами iPod Touch в виде iPhone XR с одной камерой, но при этом в металлическом корпусе может быть дисплей 7-дюймовый больше, чем iPhone XS Max, тогда и iPad mini не нужен, что логично. И 5 мм толщиной. Как звучит? Но на самом деле странно. Но что если мы возьмем этот же iPod Touch и добавим туда LTE-модуль, без возможности звонить, как на iPad, только интернет? Как сейчас звучит? Захотели? Я лично знаю кучу людей, возможно, вы одни из них, кому звонки вообще в принципе не нужны. Есть интернет отлично, есть FaceTime, Telegram, Viber, WhatsApp. Люди ими пользуются и звонят через них. Плюс это отсутствие какого-либо спама по телефону. Вообще отлично звучит. И теперь
вишенка на торте. Представьте, что все это за 400 баксов. Захотели? Да я сам захотел. Большой iPod Touch с интернетом, еще и тонкий. Чем не идеальный iPhone? Такой гаджет будет держать батарею около суток. На нем можно будет с комфортом смотреть фильмы, и морально он проживет еще лет 5. Естественно, плеер в 2019 году понятие какое-то устаревшее. Но что если Apple переосмыслит плееры, и у нас появится новая категория устройств? То есть в будущем телефоны могут выглядеть именно так. Зачем нам GSM-связь, если все можно делать через интернет? К тому же iPod Touch станет еще одним устройством, через которое можно потреблять контент, и на фоне слухов о том, что Apple готовит свое телевидение, будет хорошо и им, и нам. И единственным минусом может стать отсутствие NFC, а соответственно Apple Pay, потому что металлический корпус, потому что тонкий и потому что устройство дешевое. Но те люди, которые возьмут себе подобный плеер, будут знать, на что идти. Я бы сам, честно говоря, взял. Напишите, что об этом думаете, и купили бы вы iPod Touch 7 с сим-картой за 400 баксов, но понимая, что звонить через него в привычном понимании нельзя. Так, ролик уже сняли, но кое-какие мысли еще появились, которые нужно рассказать. В первую очередь про Китай, потому что iPod Touch 7 для Китая может стать ультимейт гаджетом, в первую очередь из-за того, что китайцам не нужен Apple Pay, они пользуются QR-кодами, если там будет металлический корпус, то они просто будут использовать свой экран, и это круто, плюс как бы корпус металлический понадежнее звучит. Во-вторых, китайцы любят большие экраны, ну и в-третьих, звонки китайцам вообще не нужны, потому что они используют интернет, WeChat, звонят по разным мессенджерам и так далее. Поэтому, имея такой гаджет на руках именно за такую цену, Apple и как раз-таки продажи в Китае поднимет, что им нужно. Ну и в целом я бы сам пользовался таким iPod'ом. Ну и про название iPod Touch 7, 7-дюймовый экран, звучит символично. Хотя Apple могут назвать его просто iPod, как перерождение линейки, тоже неплохо выглядит. Вот такие мысли были. Всем пока. Подписаться не забываем. Колокольчик поставить. И коммент. Гениальный, чтобы был.